Здравствуйте, мои дорогие! В этом видео я хочу показать вам цены в Новой Зеландии. Какие цены на продукты, какие цены на бензин. Поэтому я сделала такой репортаж. Я не очень хорошо сняла, кое-где трясется камера, но я могу вам сказать честно, откровенно, я очень стеснялась снимать в таком месте, как магазин. Поэтому вряд ли я сниму лучше. Смотрите, как уже есть. И простите за такое качество. И если вам также интересно посмотреть, сколько расходов у нас в неделю, вот так получается, на семью, то в конце видео я покажу вам, сколько мы тратим на продукты, сколько мы тратим на бензин, на ипотеку. И, в общем, мы живем здесь неделями. То есть у нас заработная плата один раз в неделю в Новой Зеландии. Ну и также все расходы я вам покажу за неделю. Приятного вам просмотра. В Новой Зеландии есть несколько крупных супермаркетов, такие как Pack and Save, также New World и Countdown. Это самые популярные большие супермаркеты. Цены разные, зависят от того, есть ли распродажи, но надо смотреть. Pack and Save считается самый такой дешевый, хотя, конечно, по-разному. Вот это цены, вы сейчас видите, Countdown, это тоже невысокие. Есть такой магазин, это большой гипермаркет Costco, американская оптовая торговля, который у нас недавно, буквально пару лет в Окленде. Вот по таким картам вход. Членство стоит $60 новозеландских в год. Но здесь есть интересные некоторые предложения. Надо смотреть на ценники. Вот здесь это обычная полная цена, да. А вот если мы дальше посмотрим, вот здесь, вот видите, желтым фломастером отмечено минус $850 скидка. То есть вот можно по специальной цене, конечно, купить какой-то товар. Но продают они много чего здесь. То есть продают все практически. Раньше и гробы продавали. Сейчас уже не продают. На телевизоре. Вот Apple продукты. Видите, компьютер стоит 2400. Да, 2349. Ноутбуки подороже. 4699. Готовится Costco уже к Новому году, хотя октябрь месяц, но много что продают. Вот Apple часы, видите, хорошая скидка, ну, $50, может быть, не сильно. Вот 15 Apple, 1589 телефон. Да, 15 iPhone. На продукты обычно достаточно большие упаковки, поэтому, конечно, лучше в Costco покупать для больших семей. Потому что мы некоторые продукты даже не можем купить, потому что нам столько не надо. Но продается все. Видите, и подарки, книги, одежда. Ну, то есть в Costco можно найти дешевые какие-то продукты. Вот этот вот, например, фарш, видите, $12 за килограмм. Ну, это цена достаточно низкая. Рыба $19. Это был лосось копченый. А также мы берем часто здесь прошутто, мясо, да. Значит, тут есть вот такой кусок, $92, 93, считайте, да. Это за 2 килограмма, 2,1 килограмм. Но мы берем вот этот вот чаще мясо 550 грамм за $25. Вкусные достаточно. Чипсы очень недорогие. Вот это вот пачка. Сейчас скажу, сколько здесь. 500, наверное. Да, 500 грамм. И стоит $4. Тоже дешево очень. Люди очень часто покупают здесь маффины. Вот здесь вот 2 упаковки, то есть в упаковке 6 штук, 2 упаковки $13. Курицу вот это очень часто берут, она стоит $9. И, конечно же, обожают есть вот на этом фудкорте. $2, смотрите, это хот-дог и напиток. Цены на бензин в Новой Зеландии достаточно высокие. Но вот в Costco как раз на бензоколонке цены ниже. Вот смотрите, слева вы видите цену, кстати, это в центах. Да, поэтому на самом деле это, давайте, 95-й бензин $2.89, да,
А получается, а в Costco 95 $2 48, то есть гораздо дешевле, чем на обычной бензоколонке. Ну а если что-то купить такое быстро нужно, не заходя в большой супермаркет, есть вот такие дейри суприты. В таком суприте можно купить и хлеб, молоко, бытовые какие-то, химию. Ну, в общем, в принципе, можно купить очень много различных товаров, но цена выше, чем в супермаркете. Зачастую владельцами таких маленьких магазинов являются иммигранты из Индии. Работают они всей семьей, такой семейный бизнес. Но это очень часто в Окленде, я думаю, 90%, наверное, если не больше. Hello. Hi. How are you? Good, how are you? Yeah, very good. What is your name? My name is Chandra. Ah, nice to meet you. Ну что, пойдемте в обычный супермаркет и посмотрим цены, какие у нас в магазине. Итак, вот это вот помидоры $6 за килограмм. Огурец одна штучка $2. Виноград $6 за полкило. Это клубника $4 за маленькую такую коробочку. Не очень большая. Брокколи. Брокколи за 2 штуки $3. Это бананы килограмм. Может, будет интересно вам узнать, что в 2019 году запретили одноразовые пластиковые пакеты в Новой Зеландии. Курица, значит, это за упаковку 8,47, но за килограмм написано 9,49, то есть килограмм 9,49. Грудки 12,99 за килограмм. Это рыба, за килограмм цены. Это говядина, вот стейк, стоит $27 за килограмм. Яйца за 30 штук $13. Вина. В Новой Зеландии, конечно, прекрасные вина, особенно белые хорошие вина. Но бутылка где-то в среднем 15, видите, 13 даже долларов. Ну, это сейчас special price, ну, специальная цена, да. Но это красные вина, 13. То есть это немножко, может быть, 13, наверное, совсем как бы такие дешевые. Так, это у нас пиво. Пиво, ну вот банка, видите, одна банка 3,95. Это тоже белый, это пиногрин. Вот Вилла Мария, это здесь у нас как раз в Окленде винодельня, $15 бутылка, отличная тоже цена хорошая, вино хорошее. Так, вот это дорогие шампанские. Вот, бутылка $80, 80. Ну, это дешевые. Такие шипучие вина. А это, кстати, напиток новозеландский. LNP называется. Это типа лимонада такого. Так, ну хлеб. В Новой Зеландии в основном черного хлеба в магазинах таких больших не продают. Если хотите черного ржаного хлеба, то это, пожалуйста, в немецкую пекарню или в русский магазин. Ну, вот такой в основном белый, видите, цены какие. Ну, в среднем батон 2,39, французский батон. Ну, в основном вот такой вот хлеб на тосты стоит 3,89. Мороженое. Мороженое очень вкусное в Новой Зеландии. Вот это тип-топ, это новозеландское мороженое. Банка 6,79. Это совсем 4,79 за 2 литра. Совсем недорогое. Но я не пробовала его. Я очень люблю, сейчас я вам покажу капити. Мне нравится мороженое. Где-то здесь. Вот оно. Так, вот это, кстати, тоже неплохое. Но вот это я люблю. 11,49. Это дорогое считается мороженое, но вкусное. И есть порционное, тоже вкусняцкое. Так, это если кого-то интересует протеин. Вот, популярный протеин за батончик $4. Ну, вот есть в порошке. Вот, смотрите, 39,99. Это спагетти. Рубль 29 за 400 грамм. Ой, не рубль 29, $1.29, простите. Это 2,39 за 500 грамм тоже спагетти. Вот есть здесь из цельной муки 2,39.
Ну, это недорогие макаронные изделия. Оливковое масло 14,99 за 500 миллилитров. Шоколад очень вкусный, 250 грамм. Вот такая плитка, 5,50. Очень вкусный шоколад. Ну, яйца я вам уже показывала. А вот сейчас я вам покажу квашеную капусту. Здесь вот, да, 6,99. Это цена за банку. Так, я забыла вам сказать про молоко. Молоко 2 литра я вот купила, стоит $4. Сейчас мы поедем домой, и я вам покажу расходы на неделю, сколько. Я купила немного сегодня, поскольку у меня дома есть продукты. Ой. То, как я вам обещала, расскажу вам наши расходы на неделю, на троих. Ипотеку в неделю мы платим $1225 новозеландских. Страховка включает сюда медицинская, на жизнь, автомобиль, дом. Это примерно $150 тоже в неделю. Но на еду мы стараемся тратить около 300, плюс-минус, зависит, конечно, но как-то у нас не получается меньше 300 в неделю. Бензин на человека $120. Но у нас 2 автомобиля, то есть у нас $240 получается автомобиль. И с счета сюда входит вода, электричество, интернет, ну где-то примерно около $85 в неделю. Ну вот если все это теперь сложить, то получается 2000 на двоих. Вот это вот минимум наших таких расходов. То есть на человека, на одного человека это 1000. То есть, конечно, для того, чтобы вот платить по счетам, и как мы живем, да, и ипотеку платить, то, конечно, доход должен быть более 1000 в неделю, что мы стараемся, чтобы можно было еще что-то себе позволить. Вот еще хотела бы сказать про местный такой налог и коммунальные сборы, которые мы платим тоже раз в квартал. Сумма в год вот на наш дом. У всех разная эта сумма в зависимости от района, где вы живете, сколько ваш дом примерно стоит. Но вот наш дом $2880 это в год. Но этот платеж, он зачастую, ну у нас в любом случае так, он подразделяется на 4 платежа, то есть один раз в квартал мы платим. Ну да, где-то так примерно. То есть вот эту сумму разделить на 4, и вот получается, что раз в квартал. Но если вот так вот смотреть, сколько получается, если нам нужно накопить вот на эту сумму, да, то нам нужно дополнительно $60 откладывать в неделю для того, чтобы платить вот эти вот налоги. Ну, пожалуй, все. Наверное, все, что я хотела, я уже осветила. Ну вот, мое видео подошло к концу. Большое спасибо, что были со мной. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всего вам доброго, друзья.